Всем привет! Завершилась вторая неделя финала PCS2, и для нашей команды она прошла не лучшим образом. Сегодня вместе с бестолочным этапом мы обсудим, что пошло не так и как наша команда планирует готовиться к заключительным играм финала. Погнали! Парни, привет! Привет! Привет. Как у вас настроение, спрашивать не буду, потому что я думаю, настроение, как и у меня, не самое радужное. Спасибо, что нашли время прийти к нам на интервью, потому что я знаю, что вы сейчас очень заняты разбором прошедших игр PCS, а также подготовкой к матчам этой недели, которых будет немало, об этом я скажу позднее. Давайте я сразу поэтому вам задам самые важные вопросы, и самый главный из них, что пошло не так на этой неделе. Со своей точки, так скажем, могу ответить, что произошла глотонесса, и в целом об этом чуть поподробнее попозже. Просто неудобные круги, неудобные ротации, неудобные команды произошли. Какая-то череда хрени происходит, и просто круги на Military Power, которые невозможно играть с нашей стороны. Все это стакнулось, и получилось то, что получилось. По настрою, на мой взгляд, все было хорошо. Я отслеживала, как вы тренировались, как вы играли и как вели себя в игровые дни. Лично я не заметила, чтобы вы подошли к этому расслабленно или слишком самоуверенно. Тап, а как бы ты оценил моральный настрой команды в игровые дни? В общем и целом, я думаю, что мы довольно сильно подготовились с точки зрения морали. Эту проблему проработали, и на данный момент у нас все стабильно. То есть, да, хоть поражение и наносит, так скажем, урон по морали, но не настолько сильно воспринимается. То есть мы все равно знаем, что нам нужно доигрывать этот турнир, доигрывать его в лучшей форме и не давать каким-то неудачам себя пошатнуть. И, так скажем, спокойно, уверенно уже его доработать. Потому что все вы знаете, что мы умеем бить и как рекорды, так и антирекорды. Собственно, работаем дальше с рабочим настроением. Собственно, все хорошо. Не сказать, что были только неудачные катки на этой неделе. Например, начали мы игровую неделю достаточно успешно. Самый первый матч на Мирамаре, это топ-2 и 8 киллов у нас было. В конце остались против ликвидов. Что, на твой взгляд, чего не хватило, чтобы победить в той катке? Катка была прикольная, то есть мы играли ее от заправки. Заняли... Получается, мы убили Руе, как они приехали под трубы. Потом, возможно, могли убить быстрее Торнадо в будке. Но там это, опять же, нужно было обговаривать и договариваться, в целом план выстраивать. Но в итоге сыграли так, как сыграли. То есть нужно было слева нам быстрее поджаться и убить самого крайнего ликвида. Тогда, возможно, размен бы произошел более удачный. В итоге у нас Оранж умер просто без размена и без какой-либо, так скажем, взаимопомощи. Ну, то есть не было какой-то координации между нами такой, что он нам помогает, и мы играем от его помощи. Попадания нужны, попадания от Оранжа. Как же сложно здесь воевать игрокам команды Натус Винцера. Ибица пытается душить хаешечка. Нет, эта флешечка летит. Дальше можно подпушивать. Остаются равное количество тиммейтов. Ну, равное количество столов на самом деле у нас, у Натус Винцера и у Ликвид. Но у Ликвид позиции просто сумасшедшие. Они с высоты выходят просто сверху и падают, обрушиваются просто как соколы, как ястребы на игроков команды Натус Винцера. Но Натус Винцеры, как говорится, не копипастом деланные. Все-таки находят ног по Оранжу. Выходил клип, да, там вместе стреляли. Ну и вправо уже через смоки продвигаются Натус Винцера. Пытается зажимать здесь Ибица. Отлично, клип работает против Таба. Остается последний. В общем, просто надо было получше скоординироваться. Я думаю, что мы могли бы попробовать забрать топ-1, но, опять же, была ситуация не из простейших. Спасибо за подробный анализ. Бестолочь, давай вспомним остальные игры первого дня. Как они прошли и, возможно, выдели какие-то удачные моменты либо ошибки. Не помню, что было в остальных играх, если честно. Я помню только этот вонючий круг на Military Power. Не знаю, что сказать. Ничего не хочу сказать, просто хочу забыть это полностью эту неделю и вернуться на следующий и выиграть этот турик, и все. Давайте все-таки поговорим про последнюю игру того дня, когда мы закрывали фейзов на мосту, когда они ехали с Сосновки. Очень многие люди задавались потом вопросом, что это было, почему мы так поступили. Бестолочь, можешь как-то прокомментировать? Да, это была обычная заготовка просто на турнир, именно под эту команду. Просто не получилось. И фейзы хорошо так проперлись. Это реально так. И типа все нормальные люди понимают, что типа что им, реально повезло. И, понятно, что в этом и есть доля скилла их. И понятно, что фейзы одна из самых сильнейших команд Европы, а может быть и мира. Но
Ну вот, просто заготовка, которая не получилась. Давай, там все просто втроем засели, Бестолочь сидит с оранжем, у нас Вчетвером получается на правой стороне, вчетвером начинают закрывать, разрешаются по густому, тут драйвбайт пытается Юба, Сенти умудрились дать по нока. Как так получилось? Пока Спейсу наносится урон, ну и нужно как-то здесь не упасть, Сеня, лоу хаповый, 10 хитов остается, нужна хелпа, все в ноке, а где? Где хелпа просто набирает пойнты, сейчас у нас последний игрок Натус Винцера, что? На второй день, собственно, настрой был хороший, насколько я помню. Мы не сильно расстраивались по поводу там результатов первого дня, все были готовы сражаться, но он не задался вот от слова совсем. Тап, есть ли у тебя уже какие-то объяснения, возможно, более подробные, что пошло не так? Как я уже говорил, упоминал ранее, что с моралью проблем не было. То есть там было только игровые ситуации, которые сложились. На тот момент, я думаю, немножко изменили стиль игры команды. Возможно, какие-то круги были, так скажем, удивляли наших оппонентов, и они играли их немножко по-другому, менее, так скажем, предсказуемо. И там, условно, больше оставалось на краю, и какие-то происходили ситуации, на которые мы не рассчитывали, пока ротировались или пока выбирали сторону, от которой будем играть. В целом, могли сыграть лучше точно, но не все карты, потому что там были реально сложные по типу Мильту Пауэра, по типу Сталбера, который абсолютно постоянно шифтовал наверх-право, и там шансов заехать было только если там убиваешь одну-две команды. Собственно, пока супер детального анализа не могу выявить на публику, но я думаю, что как только, так скажем, все плоды вот этого анализа будут, мы больше таких ошибок не совершим и придумаем, что сделать такими кругами. Да, я тоже очень надеюсь, что больше таких игровых дней у нас не будет. Пусть это будет самый плохой вообще игровой день за всю нашу карьеру. На данный момент мы занимаем 6-ю строчку таблицы с отставанием от топа 43 очка. По сути, это 2 хороших топ-1 с скиллами, и наша команда умеет и занимать топы, и делать киллы, и мы это уже доказывали и в групповой стадии, и в финале. Бестолочь, как ты думаешь, получится у нас порадовать фанатов на финальной неделе? Да, конечно, если чуть-чуть подвезет. Если даже будут, типа, не сильно правы. Если не будет Build Power, значит, то все будет вообще идеально. А так, ну, спокойнее, когда можно и выигрывать. Типа, 4 топ-1 подряд на групповой стадии тому доказательство, что мы можем. Ну, в общем и целом, я думаю, ситуация в любом случае рабочая. Так скажем, повторить свой успех, я думаю, если ты хоть раз это сделал, то повторить тоже можешь. Поэтому спасибо всем людям, кто поддерживает и следит за нашими играми. Мы постараемся вырвать эту победу, потому что как же без интриги, правильно? В общем, еще раз спасибо, что поддерживаете, пишите в личку. Всех обнял, поднял. В общем, все молодцы. Кроме нас. Вчера. Спасибо вам, парни, за позитивный настрой. Я напоминаю нашим фанатам, что на этой неделе у нас будет очень много игр и игровых дней. В понедельник, вторник мы играем PSL 7 сезон. В пятницу возвращается, как всегда, PUBG Pro Sessions, турнир с элементами фана. И в выходные мы играем последнюю неделю PCS 2. Это, собственно, решит очень многое для нашей команды в плане нашей подготовки. Мы к этому турниру очень много готовились, и я присоединяюсь к парням и надеюсь, что мы сможем выступить на максимум. Спасибо, парни, еще раз, удачи в подготовке, и увидимся с вами позже. Пока-пока. Пока.